Здравствуйте! Welcome to the Ecom Russian Monthly Videocast. How are you doing today? Now it's October and it is becoming cold, but it is one of the best seasons to visit Russia because you can see the beautiful leaves changing color, falling, and it's a good time to visit Russian forests. It is actually one of my favorite months of the year. So today in our season talk, we will talk about the Russian forests and the falling leaves. And in culture talk, we will discuss favorite sports. So which sports do Russians like to watch and to participate in? So I hope you will enjoy our discussion today. Давайте начнем. Let's begin. В октябре в России начинается листопад, и листья меняют свою окраску. И как вы видите, например, на этой фотографии леса становятся очень-очень красивыми. Обычно много русских людей в это время ездят в лес или куда-нибудь на природу, чтобы полюбоваться такой красотой. Также в городе вы тоже можете увидеть много красивых листьев, и обычно дети часто с ними играют. Когда я была маленькая, я тоже очень любила собирать листья, подбрасывать их в воздух и потом сделать свой такой маленький листопад. Еще где-то в середине октября иногда в России выпадает первый снег. И, например, вот на этой фотографии вы видите Красную площадь, и она вся уже покрыта снегом. Конечно, такое случается не часто, но иногда бывает. И это очень тоже красиво. Первый снег, обычно все люди ему очень радуются. Итак, еще сегодня я хотела поговорить о спорте. Русские очень любят спорт, смотреть спортивные соревнования, а также принимать в них участие. Если вы хотите поближе познакомиться с русскими, то я очень рекомендую вам узнать о популярных видах спорта в России. Конечно, в России очень много различных видов спорта. Но я думаю, наиболее популярными считаются это футбол и хоккей, а также фигурное катание, теннис и гимнастика, спортивная гимнастика. Если вы хотите подружиться с мужчинами, то я бы порекомендовала вам узнать побольше о хоккее и о футболе. То есть российские команды по хоккею считаются довольно сильными, по футболу не такие сильные, как многие европейские команды, но я думаю, команда стала намного лучше, чем она была раньше. Если вам интересно более познакомиться с женщинами, то я думаю, хорошо будет поговорить о фигурном катании или о спортивной гимнастике. Оба вида спорта очень красивые и показывают изящество и русских женщин. Также в России очень популярен теннис. И, как вы, наверное, знаете, что во время Олимпиады в Пекине все 3 медали были завоеваны русскими женщинами. У нас очень сильные теннисистки, поэтому если вы любите играть в теннис, я уверена, что вы подружитесь с русскими. Итак, сегодня мы говорили о первом снеге, о том, как меняют цвет листья и о листопаде, а также о 5 самых популярных видах спорта в России. В октябре становится все холоднее и холоднее, поэтому люди часто простужаются, и я рекомендую вам чаще заниматься спортом, так же, как и русские, и обязательно не простужаться, чтобы вы могли дальше заниматься русским языком. Желаю удачи, до скорой встречи, до свидания.